Как правильно принимать витамины, чтобы они приносили пользу, а не вред? Правда ли, что кофе мешает усвоению витаминов? Когда лучше пить витамины утром или вечером, натощак или с едой? Рада приветствовать вас. Меня зовут Екатерина Демир, практикующий нутрициолог. И сегодня мы поговорим о самых частых ошибках, которые допускают при приеме витаминов. Начну с самых распространенных ошибок. И первая, самая распространенная ошибка при приеме БАДов, витаминов и минералов, когда начинают принимать витамины и БАДы на грязный желудочно-кишечный тракт. Когда наш организм зашлакован, когда много шлаков, токсинов и грязи, здесь могут быть два варианта развития событий. Первый вариант, когда принимаемые БАДы усваиваются очень плохо, частично, в намного меньшей концентрации и не приносят нам пользу, которую мы ждем от них. И второй вариант развития ситуации – это усугубление, ухудшение вашего самочувствия и усугубление ваших заболеваний, в том числе и хронических. Итак, рассмотрим первый момент. Когда ваш кишечник забит каловыми массами застарелыми, забит токсинами, шлаками, слизью и так далее, тогда все витамины, минералы, попадая в наш ЖКТ, не могут усвоиться. Все это, все, что обволакивает наш кишечник, вся эта грязь, мешает усвоению этих полезных веществ. И второй момент, когда ваш кишечник не просто забит и зашлакован токсинами, грязью, каловыми массами, но еще присутствует огромное количество патогенной микрофлоры. Это могут быть грибы, бактерии и, не дай бог, конечно же, паразиты. И в данном случае может произойти усугубление вашего состояния, ухудшение вашего состояния. Например, рассмотрим кандиду или кандидоз. Им страдают очень многие женщины. Когда эти женщины начинают принимать железосодержащие препараты или витамины группы В, то кандидоз начинает усиливаться и усугубляться, и у женщин проявляется молочница. Чаще всего женщины, которые страдают железодефицитной анемией, которым не хватает железа, начинают пить железо, и у них появляется молочница или очень сильно прогрессирует. В этом случае не нужно бросать пить препараты, нужно вначале очистить наш ЖКТ, пройти детокс-программу, детоксикацию, наладить микрофлору и после этого принимать железосодержащие препараты, они будут и усваиваться лучше, и у вас не будет побочных последствий. Не дай бог у вас есть паразитоз какой-либо, тогда ситуация еще хуже, но не будем сейчас об этом. Вкратце расскажу про свою детокс-программу. Я ее создала год назад, я очень много училась, очень много исследовала именно эту область. И 2 недели вам подарят действительно преображение, оздоровление и стройность вашему телу. Ссылка в описании к видео, обязательно переходите, смотрите про детокс-программу. Это 2 недели очищающего питания, очищающих процедур для кишечника, печени и мягких упражнений, которые массируют наши внутренние органы, перезапускают работу внутренних органов, обновляют и оздоравливают наши внутренние органы. В моей детокс-программе никаких клизм, нет голодовок, нет никаких дополнительных БАДов. Вам не надо будет пойти зарегистрироваться в какую-то компанию и скупить там кучу БАДов. Такого нет. Все очень мягко и при этом эффективно. В моей детокс-программе уже год, и в моем инстаграме вы можете прочитать сотни положительных отзывов женщин, которые проходили детокс-программу, и как они и постройнели, и стали здоровее, и ушли хронические заболевания, прыщи, акне, различные аллергии, даже псориазы. Вторая самая частая ошибка во время приема витаминов и БАДов – пить кофе. Очень часто мы завтракаем, после завтрака пьем кофе, и на завтрак многие принимают свои БАДы. Так вот, кофе хелирует, то есть связывает микроэлементы и помогает их вывести. Поэтому, когда вы принимаете витамины, БАДы вместе с кофе,
то они не усваиваются, либо усваиваются в очень минимальном количестве. Кстати, то же самое касается и черного, и зеленого чая, и молочных продуктов. Поэтому прием БАДов разделите с приемом кофе, чая, зеленого чая, йогуртов и любой молочной продукции. Третья ошибка – это начать принимать витамины и минералы без сдачи анализов. И этим грешат 99% людей, кто принимают витамины, БАДы, минералы и так далее. Очень многие начинают пить витамины и минералы, какие-то БАДы по совету своих знакомых и друзей. Очень часто какая-то подружка вам говорит: о, я пью вот этот вау, суперкомплекс, и у меня перестали выпадывать волосы, например, да? А у нее просто был дефицит железа, и она закрыла дефицит железа. А у вас нет дефицита железа, и принимая этот препарат, вы усиливаете воспалительные процессы в вашем теле, потому что железо в больших количествах усиливает воспалительные процессы. И таких случаев очень много. Взять, например, витамин А. Это прекрасный витамин, который способствует регенерации наших тканей, особенно кожи. Кожа действительно с витамином А становится лучше. Но передозировка витамина А ведет к мутациям и вызывает риск возникновения рака легких, особенно у людей, кто курит. Избыток витамина В12, который сейчас очень популярный, который принимают очень многие, приводит к кожным высыпаниям различного характера, в основном это различные сыпи, акне и различные проблемы с кожей. Поэтому призываю вас, не пейте витамины бесконтрольно, всегда сдавайте анализы и пейте только те витамины, где у вас существует действительно дефицит. Именно по этой причине я против комплексов витаминов. И это четвертая частая ошибка людей, кто принимает витамины и БАДы. Многие принимают комплексы. И они думают, что разом в одной таблетке они получают все необходимое. Но здесь есть несколько нюансов. Первый очень важный нюанс. Часть витаминов и минералов у вас находится в дефиците, а часть в норме. Когда вы пьете комплексы, да, дефициты вы свои потихоньку восполняете, но то, что в норме, может превысить эту норму, а всегда избыток каких-либо микроэлементов ведет к очень тяжелым последствиям, поэтому будьте аккуратны. Второй момент. Комплексы очень часто содержат противоречащие друг другу микроэлементы и витамины, которые конкурируют с друг другом. И в итоге вы думаете, что вы пьете 20 витаминов и минералов в одной таблетке, а они друг друга нейтрализуют, и пользы никакой вы не получаете. Например, пресловутый цинк и железо, или цинк и медь. Это микроэлементы, которые не дают друг другу усваиваться. И в итоге вы думаете, что вы восполняете и цинк, и медь, а они друг друга нейтрализуют, и ваши дефициты остаются на том же уровне. Ну и третий момент: в витаминных комплексах зачастую очень низкие дозировки, и вам кажется, что вы пьете и витамин D, и С, и всю группу В, и ваша дневная норма должна восполняться, и ваши дефициты должны закрываться, но очень часто такие комплексы содержат минимальные дозировки, чтобы не навредить, конечно же, то, о чем я говорила ранее, чтобы у вас не было гипервитаминоза, то есть избытка каких-либо витаминов. Все витамины находятся в минимальной концентрации. И вам кажется, что вы пьете и восполняете свои дефициты, а на самом деле настолько ничтожная концентрация, что, дай бог, просто закрывает вашу суточную норму, но прироста по дефицитам очень часто при приеме комплексов у своих пациентов я не вижу. Ну и пятая ошибка – это просто принимать витамины неправильно. И все витамины делятся на жирорастворимые витамины и на водорастворимые витамины. Жирорастворимые витамины нужно принимать строго с пищей, и это должна быть какая-то жирная пища. При этом это должны быть полезные жиры. И тогда жирорастворимые витамины смогут усваиваться у вас. А это витамин А, Е, витамин F, лецитин, омега и сейчас очень популярный и знаменитый витамин D. Поэтому те, кто пьют утром витамин D натощак, знайте, он у вас не усваивается. Вы просто работаете, я извиняюсь, на дорогую мочу или на дорогой кал.
Для усвоения жирорастворимых витаминов нужны жиры, поэтому в этом приеме пищи у вас должна быть какая-то жирная рыба, это может быть мясо, яйца, орехи, очень хорошо натуральные масла, растительные масла холодного отжима, какие-то орехи, семечки, все, что содержит хорошие полезные жиры. А вот витамин С повышает кислотность, поэтому витамин С утром натощак ни в коем случае нельзя. Витамин С желательно пить во время еды или сразу после еды, особенно если вы едите мясо. Мясо содержит очень много железа, и когда вы выпиваете витамин С повышает кислотность вашего желудка, мясо лучше переваривается, быстрее расщепляются на аминокислоты и микроэлементы, и витамин С помогает усваиваться железу, которого так много в мясе, ну или в какой-то другой белковой пище. Поэтому сочетание витамина С с железом – это очень хорошее сочетание, первый момент. Второй момент, если вы пьете коллаген, пейте его с витамином С, будет тоже лучше и эффективнее усваиваться. Дальше, есть витамины, которые лучше пить утром, а есть витамины, которые лучше пить вечером. Например, витамины группы В дают нам энергию, они нас заряжают, поэтому их лучше пить утром. Те, кто пьют витамины В вечером, часто очень долго не могут уснуть, потому что у них просто много энергии. А вот вечером лучше пить магний. Магний успокаивает и улучшает качество сна. И важный момент, не пейте витамины с углеводами. Это касается и длинных, и коротких углеводов. После каш витамины, минералы, БАДы очень плохо усваиваются в гораздо меньшем количестве. Ну а если вы съели десерт или что-то сладкое, и после вы выпиваете БАДы, сахар препятствует также хорошему усвоению витаминов. Имейте это в виду. Поэтому призываю вас, прежде чем пить какие-либо витамины, минералы и БАДы, пройдите детокс-программу, ссылка в описании профиля. Вначале почистите себя, сдайте все анализы, посмотрите, чего у вас реально не хватает. Ну и будьте здоровы! С вами была я, Екатерина Демир, практикующий нутрициолог и создатель детокс-программы. И ставьте, пожалуйста, ваши пальчики вверх, меня это очень сильно мотивирует и поддерживает. Подписывайтесь на мой канал и ждите новых видео.